Всем привет, с вами Светлана. Независимо от того, собираетесь ли вы переезжать в Румынию на ПМЖ или просто интересуетесь этой страной, возникает закономерный вопрос. Сколько стоит жизнь в Румынии? В этом видео собрала самую актуальную информацию, основанную не на теории, а на реальном опыте. Я детально расскажу, на что уходят деньги, где можно сэкономить и сколько нужно иметь в месяц, чтобы комфортно жить в Румынии. А еще мы сравним с Болгарией, где дешевле жить. Прежде чем мы перейдем к конкретным расходам, небольшая подсказка. Все цены в румынских леях можно просто делить на 5 и получится сумма в евро. Это облегчит понимание цифр. Вместо субъективных мнений давайте обратимся к фактам и цифрам. Представьте экономическую карту Евросоюза, где каждая страна занимает свое место. За последние годы Румыния совершила заметный рывок вперед. Сегодня минимальная зарплата здесь значительно выше, чем в Болгарии. Чтобы дать объективную картину, я опиралась не только на личные впечатления, но и на международные рейтинги. Несколько ключевых фактов о Румынии. 19 миллионов жителей. ВВП почти $1 триллион. 34 место в мировом рейтинге. Стратегически выгодное географическое положение в Восточной Европе. По индексу качества жизни Румыния занимает 44 место в мире, расположившись сразу за Болгарией. Для сравнения, первую строчку этого рейтинга занимает Люксембург. А вот в плане финансовой стабильности у Румынии не все так гладко. В отличие от Болгарии, где национальная валюта жестко привязана к евро уже более 20 лет, румынский лей постепенно теряет в цене. А теперь то, что действительно важно для повседневной жизни – покупательная способность. Ведь именно она определяет, что можно позволить себе на среднюю зарплату. По этому показателю Румыния занимает 52 место в мире. Рейтинги и статистика – это одно, но как они отражаются в повседневной жизни? Сколько стоит аренда жилья, коммунальные услуги, продукты, транспорт? Давайте разберем все до последней леи. Официальная инфляция в Румынии за 2024 год составила 5,1%. Но как это отражается на ценах? Давайте посмотрим. По данным Евростата, в ноябре 2024 года в европейской зоне самый высокий уровень инфляции был зафиксирован в Румынии. Чтобы дать вам объективную картину цен, я отправилась в популярную сеть супермаркетов Kaufland. Кстати, если у вас нет румынских монет для тележки, можно использовать болгарскую монету в 1 лев. Проверено экспериментально. А товары местного производства легко узнать по сердечку в цветах румынского флага. Начнем с основных продуктов, которые покупают чаще всего. Хлеб белый 500 грамм, почти 1 евро за буханку. Молоко 1 литр, жирность 3,5%, 1,5 евро. Растительное масло 1 литр, 1,5 евро. Овсяные хлопья 500 грамм, чуть больше 50 центов. Сахар 1 килограмм, 80 евроцентов. Соль йодированная 1 килограмм, 60 евроцентов. Белая мука 1 килограмм, 40 евроцентов. Макароны Барилла 500 грамм, 1,16 евро. Рис 1 килограмм, 1,5 евро. Яйца за 10 штук. Переходим к овощам и фруктам. Цены на овощи и фрукты смотрите на экране. Просто поставьте видео на паузу, чтобы детально изучить стоимость. Что касается мясного отдела. Свежая свинина от 5 евро за 1 килограмм. Курица 3 евро 10 центов за 1 килограмм. Сосиски 2 евро за 300 грамм. Если вы любите молочные продукты, вот несколько примеров. Айрия 0,5 литров, Германия. Евро 10. Кефир 1 евро 3 евроцента. Молоко в канистре 1,8 литра. Сливочное масло 80% 200 грамм, 2,20 евро. Можно ли обойтись без кофе и чая? Конечно, нет. В румынских магазинах представлен широкий ассортимент этих напитков. А для любителей сладкого шоколад Милка 100 грамм, 1 евро 40 евроцентов. Шоколад Рошен 90 грамм, 1 евро 20 евроцентов. Минеральная вода Буковина 1,5 литра 80 центов. Кстати, интересная деталь. Прямо на парковке супермаркетов установлены зарядные станции для электромобилей. И почти всегда есть свободные места для владельцев электрокаров. Цены в кафе. Если вы решили поужинать вне дома, то будьте готовы к другому уровню цен. Чашка кофе латте в Starbucks 4 евро. А что насчет быстрого перекуса в меню румынского Макдональдса? Гамбургер 1 евро 40 центов. Чизбургер 1,5 евро. Для сравнения, в Болгарии Макдональдс дороже. Как видите, цены на продукты в Румынии весьма разнообразны, но насколько их можно назвать доступными для обычной семьи? Давайте разбираться дальше и посмотрим, как эти цены соотносятся с другими расходами и средним доходом в стране.
Теперь давайте перейдем к важной части нашего ценового исследования – средствам ухода за собой и товарам для дома. Эти вещи мы не покупаем каждый день, но они неизменно появляются в наших корзинах и влияют на семейный бюджет. Чтобы не перегружать вас бесконечными цифрами, я выбрала самые востребованные товары, которые мы регулярно используем в повседневной жизни. Дезодорант Rexona – 3 евро 50 центов. Зубная щетка Colgate – 1 евро 68 центов. Зубная паста Colgate – 3 евро 80 центов. Шампунь Head & Shoulders – 300 мл – 3 евро 90 центов. Шампунь Wash & Go – 3 евро 18 центов. Мыло твердое Dove – 1 евро 5 центов. Мыло жидкое – от 3 евро. Станок для бритья Gillette – от 2 евро. Товары для дома. Сковородка Тефаль от 6 евро. Мусорные пакеты 35 литров 78 центов. Туалетная бумага 16 рулонов 3 евро 18 центов. Стиральный порошок Ariel на 20 стирок 7 евро 40 центов. Сколько уходит в месяц? Конечно, точную сумму посчитать сложно, ведь у всех свои привычки, но в среднем на товары для дома семья тратит около 50 евро в месяц. Итого на продукты плюс товары для дома. В сумме вся корзина продуктов и бытовых покупок за последний месяц обошлась в 650 евро в месяц. Много это или мало? Пишите в комментариях, сколько уходит у вас. Что насчет цен на технику? Давайте посмотрим, какие гаджеты можно купить в Румынии. Самый дорогой iPhone 16 Pro Max 1 терабайт – 1939 евро. Ноутбук премиальный MacBook Pro 14 дюймов – 2919 евро. А теперь самое интересное и, пожалуй, самое важное – жилье. Интересный факт. Румыния занимает первое место в Евросоюзе по проценту людей, владеющих собственным жильем. Немного ниже, но тоже в топе рейтинга находится Болгария. Для детального обзора цен на недвижимость мы выбрали 3 ключевых города. Бухарест – столица страны, Констанца – морская столица и третий по населению город Сибиу считается самым красивым историческим городом Румынии. Где искать жилье? Хотите найти квартиру как местный житель? Самый популярный ресурс, которым пользуются румыны – сайт OLX. Существуют и другие площадки, такие как Storia.ro, специализированный сайт для недвижимости, принадлежащий OLX Group, Immobiliare.ro, Immoradar24, Romimo.ro. На OLX можно найти варианты как от агентств, так и напрямую от собственников. Цены на аренду по городам. Бухарест – столица. Однокомнатная квартира «Студио» от 200 евро. Пример. Квартира в 4-м секторе Бухареста 300 евро. Интересная деталь. Безопасность и комфорт, решетки на окнах и москитная сетка. Действительно, гуляя по городу, часто замечаешь решетки на окнах первых этажей. Двухкомнатная квартира от 350 евро. Трехкомнатная квартира от 450 евро. Пример. Просторная квартира за 600 евро. Констанца – морская столица. Однокомнатная квартира «Студия» от 200 евро. Пример. Квартира за 290 евро с газовым отоплением. В Болгарии такое встретишь редко. Двухкомнатная квартира от 350 евро. Пример. Квартира премиум сегмента за 600 евро в новом доме с новой мебелью, техникой, собственным отоплением и оптическим интернетом. Стоимость включено место на парковке в подземном паркинге. Трехкомнатная квартира от 450 евро. Пример. Квартира с минимальным сроком аренды 6 месяцев и парковочным местом. Сибиу – исторический город. Однокомнатная квартира «Студио» от 250 евро. Пример. Квартира в историческом центре Сибиу за 400 евро с кондиционером и собственным центральным отоплением. Двухкомнатная квартира от 300 евро. Пример. Квартира за 420 евро от собственников с новой мебелью и подогревом полов. Трехкомнатная квартира от 350 евро. Пример. Квартира за 500 евро с новым ремонтом в новом доме, включая частное парковочное место в подвале здания. Важное условие только для некурящих. Радует большое количество предложений. Почти по всем поисковым запросам находится более 1000 вариантов жилья. Финансовые нюансы при аренде. Важный момент про деньги. Готовьте сразу выложить приличную сумму, например, за квартиру с ежемесячной арендной платой 800 евро придется заплатить еще депозит в размере 100% месячной оплаты. Если вы решитесь воспользоваться услугами агентства недвижимости, то придется дополнительно заплатить комиссию, которая обычно составляет от 1 до 4% от стоимости сделки. При аренде в качестве ориентира часто используется сумма ежемесячной арендной платы. Покупка недвижимости. Хотите купить собственное жилье? В столице однокомнатную квартиру в новостройке можно найти от 32 тысяч евро, хотя иногда встречаются и более бюджетные варианты. Двухкомнатные квартиры стартуют от 50 тысяч евро, но это уже в пригороде. Как выбрать агентство недвижимости? Если вы не хотите сами искать жилье, можно обратиться за помощью в агентство. Вот что важно учесть при выборе. Проверьте портфолио агентства. Выберите компанию с опытом работы в том районе, где вы хотите найти жилье. Обратите внимание на отзывы и рекомендации. Все лайфхаки по поиску жилья в Румынии я собрала в PDF-гайде, ссылка в описании под видео.
Давайте разберемся с коммуналкой. Без этого никакой бюджет не посчитаешь. Электричество. При потреблении менее 100 киловатт в месяц 14 евроцентов за 1 киловатт в час. Вода. Стоимость 1 кубометра воды для физических лиц составляет около 4,5 румынских лей, примерно 9 евроцентов. Тарифы могут варьироваться в зависимости от региона и поставщика услуг. В Бухаресте, например, поставщиком воды является Апанова. Стоит учитывать, что на общую сумму в счете могут влиять общие расходы на здание, сбор отходов, общее потребление воды и электроэнергии в местах общего пользования, а также другие административные расходы. Семья наших знакомых в феврале потратила 41 евро на электричество, 27 евро на воду, 450 евро на аренду. Итого 518 евро на жилье и коммунальные услуги. Как эти цифры соотносятся со средней зарплатой в Румынии? А главное, насколько комфортно можно жить с такими расходами? Об этом поговорим далее в видео. А теперь поговорим о том, без чего просто никуда, о транспорте. Румыния – страна с развитым автопарком, доступным такси и недорогим общественным транспортом. Но есть и другая сторона. Несмотря на общий тренд к снижению аварийности в ЕС, здесь самый высокий уровень смертности на дорогах. 92 случая на миллион жителей. В чем причина? Узкие дороги? Манера вождения? Вопрос остается открытым. Начнем с общественного транспорта. Представьте себе, всего 28 евро стоит месячный билет в метро и на наземном транспорте. Именно столько стоит именной проездной на все виды транспорта. Такси? Тариф 50 евроцентов за километр. А теперь об автомобилях. Купить машину в Румынии можно как на популярных площадках объявлений, так и у официальных дилеров. Наиболее востребованный сайт автовид.ro. На bestauto.ro доступно свыше 26 тысяч объявлений. Publi24.ro. Для поиска машин в среднем ценовом сегменте также подойдет layumate.ro. Теперь о ценах. Например, на ulix.ro можно найти Volkswagen Golf от 600 евро, Renault Megane 2004 года 1100 евро, Volkswagen Tiguan 2009 года 3330 евро, Audi Q5 2011 года 5000 евро. Теперь о текущих расходах. Бензин А95 1,47 евро за литр, дизель 1,55 евро за литр, газ 73 евроцентов за литр. Будьте внимательны, есть обязательные платежи. Страховка от 200 до 600 евро в год, в зависимости от объема двигателя и возраста водителя. Техосмотр от 24 евро для бензиновых авто и 30 евро для дизельных. Виньетка для поездок по дорогам Румынии 28 евро в год. Итого, если в семье один автомобиль среднего класса, расходы на транспорт составят плюс 200 евро в месяц. Сейчас мы с вами поговорим, без чего современный человек просто не может обойтись, о связи и интернете. И тут Румыния действительно удивляет. Домашний интернет. От 6 евро 30 центов в месяц. В пакет включено и телевидение. Правда, без наших каналов, но если вам важно их смотреть, можно подключить IPTV через Android-приставку и наслаждаться любимыми передачами за копейки. Мобильная связь. Можно выбрать предоплаченный тариф от 5 евро в месяц, заплатил и пользуйся. Или оформить контракт на год-два. Тогда цены начинаются от 6 евро в месяц. А теперь посчитаем расходы на связь для семьи из 3 человек. Мама, папа и подросток. 3 мобильных номера. Домашний интернет, телевидение. Итого 25 евро в месяц, и вся семья на связи с интернетом и развлечениями. В целом, связь и интернет в Румынии обходятся дешевле, чем в Болгарии. Жизнь – это не только обязательные платежи, но и отдых. Сколько стоит досуг в Румынии? Билет в кино – 6 евро 60 центов. Поход в спа – от 12 до 24 евро. Массаж – от 20 до 30 евро. Вход в музей – 4 евро. Есть скидки для детей и школьников. Мужская стрижка – 9 евро. Фитнес-зал среднего уровня – 100 евро в месяц на человека. Номер в отеле 3 звезды в Бухаресте – от 27 евро. В центре – от 60 евро. А теперь самое интересное, поговорим о деньгах. Кто и сколько зарабатывает в Румынии, где искать работу и главное, на что реально можно рассчитывать. Ищите работу, запомните 5 сайтов. eJob, bestjobs.eu, hipo.ru, myjob.ru, olx.ru. Теперь к самому важному – зарплатам. Средняя зарплата в Румынии сейчас 1720 евро до налогов. Минимальная – 810 евро. А теперь разберемся подробнее. Офис-менеджер получает от 800 до 2200 евро. Кассир в магазине – 810 1500 евро. Мерчендайзер – 810 1500 евро. Сварщик – 810 евро
1700 евро. Медсестра от 800 до 1400 евро. Врач 810-4500 евро. Курьер от 800 до 1800 евро. Безработица в стране низкая. Например, в Бухаресте она составляет всего 0,8%, в Констанце 1,7%, а в среднем по стране 3,1%. Итак, вот такая сумма получилась за все основные расходы: питание и товар для дома, аренда квартиры с коммунальными платежами и транспорт, свой автомобиль. В итоге семья наших знакомых с 3 человек потратила 1393 евро за месяц. Конечно, сюда не вошли школьные принадлежности, одежда и различные мелочи. У всех этих траты индивидуальны, поэтому учитывать их сложно. Но основные расходы на жизнь в Румынии мы посчитали. Я надеюсь, что эта информация была полезной. Я ожидаю, что вы оцените мое видео. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить мои новые интересные видео. Всем пока, до новых встреч!